Я хотела бы поприветствовать наших зрителей, кто будет смотреть в записи, кто будет присутствовать на прямом эфире. Мы запускаем серию подкастов, подкастов про Египет. У нас в феврале была удивительнейшая экспедиция в Египет по местам силы. Это энергоэкспедиция, это экспедиция сакральная, где мы были там, где, мне кажется, очень-очень-очень мало людей со всей планеты только бывает. У нас было приватное посещение пирамиды Хеопса, где мы были в 3 камерах, и всю пирамиду Хеопса просто одно из 7 чудес света закрывали именно для нас. И мы сейчас хотим поделиться вообще и то, что мы пережили, поделиться своими осознаниями, инсайтами. Мы очень надеемся и передать коды, передать энергию. Мы очень надеемся, что эта информация послужит таким катализатором к изменениям, послужит таким расширением для вас. И эта серия подкастов, она будет в таком очень поточном состоянии, поэтому мы предлагаем вам налить чай, расслабиться, насладиться приятной компанией, насладиться чудеснейшим потоком, насладиться прекрасная просто информация. Я думаю, это, знаешь, как сладость для ушей, потому что то, что мы будем говорить, во-первых, это редко ты эту информацию встретишь. Во-вторых, когда информация идет из потока, это уже всегда очень исцеляющий, чарующий, вдохновляющий. И я хотела бы представить немножко нашим зрителям нас. Меня зовут Валерия. Алина, мы мастера космоэнергетики, энерготерапевты. У нас за плечами большой бэкграунд и как в работе с людьми, а также и бэкграунд, и Алина также работает в международной компании, мультинациональной компании, то есть у нас еще и за плечами большой бэкграунд и бизнесовый бэкграунд. Но сегодня мы встречаемся вместе с вами для познания такой удивительнейшей темы, просто удивительного же архетипа для познания Хатхор. И вот сегодня мы поговорим, кто же такая Хатхор. Да, я рада всех приветствовать и благодарю тебя, Лерочка, за такое чудесное вступление и такое счастье с тобой быть в этом едином потоке, в потоке Спасибо Творца. большое. Я приветствую вас, конечно, дорогие друзья, и большое счастье с вами делиться этим потоком, передавать коды Египта и египетских богинь, тем более Хатхор. Хатхор — это удивительная энергия, это архетип, и это древнеегипетская богиня любви, танца, удовольствия, музыки, плодородия, неба и космоса. И она покровительница фараонов. Но при этом за этим образом, мифологическим образом, стоит энергетический мощный архетип, который живет внутри каждой женщины. И Хатхор — это воплощенная женская божественность, соединяющая тело и дух, земное и небесное. И она настолько красива, можно часами о ней говорить. И сегодня, конечно, мы хотим поделиться прежде всего своим опытом, переживанием, проживанием, то, как это раскрывалось в Египте, потому что именно в Египте мощнейший храм Хатхор, храм Дендеры. И расскажи, пожалуйста, Лерочка, как к тебе пришла Хатхор, как ты ее ощущала, в Египте? Ну, я хотела бы еще начать с того, что мне тоже приятно оказаться в нашей компании. У нас удивительнейшая соэнергия. Я думаю, каждый зритель почувствует, когда мы соединяемся. Это просто какой-то невероятный всегда поток, шквал информации, шквал энергии проходит. Ну, я хочу начать как только мы зашли вообще в храм Дендеры, почувствовалась просто невероятнейшая нежная энергия. Вот просто я даже не знаю, какой пример привести. Вот, наверное, когда вы чувствуете аромат розы, и она такая нежная, особенно если какой-то такой свежий аромат, ты чувствуешь ее просто тонкие-тонкие вот эти звуки запаха, и вот тут, наверное, очень приближено к тому, какие энергии мы ощутили. Как только мы зашли именно в храм Дендеры, он невероятно красивый, и ты сразу же чувствуешь ее нежную энергию. Просто это настолько такое воплощение женской
наверное, такого женского первоисточника, женской красоты, женской мудрости, женской вот этой мягкой силы, потому что вот эта нежность, но в этой нежности так много силы, и она окутывает, она открывает все двери, она невероятна. Вот, и вот эти нежные энергии, это, наверное, очень незабываемое ощущение, потому что сейчас ну, мы уже к ним возвращаемся, мы их прочувствовали, но это ни с чем эти энергии ты ни с чем не спутаешь. И вот первое, наверное, касание случилось, когда мы зашли в храм, когда мы еще не было практики именно на соединение с богиней Хатхор. Но вот когда ты просто делаешь несколько шагов, ты попадаешь в эту нежную энергию, просто ты в ней купаешься, она вволакивает тебя, и вот это ни с чем не забываемое чувство. Поделись, пожалуйста, Линочка, как это было у тебя? У меня прям мурашки по коже, когда ты рассказываешь, потому что у меня также очень яркие воспоминания, и это удивительнейший опыт, когда ты только входишь в храм. Причем с Хатхор у меня даже не было такой подробной информации об этой Да, да, богине, что она да, означает. То есть какое-то общее представление я только слышала, я даже Википедию не читала, не открывала. А да, у нас был чисто чувственный опыт, где мы прям проживали через себя, через всю свою да, тяжело. структуру, через свое тело. И у меня также, вот когда мы только зашли в храм, он огромный, то есть это огромная территория, это величественные колонны, это невероятные красоты росписи на стенах, и при этом окутывающая, мягкая такая энергия, вот как будто ты приходишь к подружке в какое-то сакральное такое место, очень безопасное, Да, и где можно посидеть там в пледике с чашечкой чая. То есть она вот окутывает. Вот с первых шагов это было что-то мягкое. Хотя ты видишь что-то величественное, огромное, вот этот храм, и камни древние, да, монумент такой. Но при этом энергии, которые мы ощущали, и у меня также это ощущалось, они очень мягкие, очень нежные, очень женственные. И для меня Хатхор это весна. Это вот, с одной стороны, сначала она окутывает, а потом изнутри начинает просыпаться вот эта весенняя энергия. По чуть-чуть начинают вот эти бабочки порхать внутри, начинает как такое пробуждение у меня начиналось, пока мы шли через весь этот храм, с каждым шагом внутри вот как распускалась роза, что-то пробуждалось и просыпалось. И, конечно, самый такой эпицентр, самая мощь и пробуждение были, когда уже мы делали практику в этой да. сакральной комнате, в самом сердце этого храма. Я бы еще хотела, знаешь, телезрителям немножко, ну, не телезрителей, кто нас будет слушать, я бы хотела еще, знаешь, в какой момент сказать, для чего вообще это нужно изучать? Вот думаешь, ну, хатхор да хатхор, ну богиня да богиня, ну, к чему это вообще, к чему это нам в нашем 21 веке, зачем нам это надо? Но по факту, уже исходя из того опыта, когда мы прожили, мы как бы приехали мы туда одни. Мы такие приехали достаточно на мужских энергиях, все такие, ну, как бы с характером, с таким, с бэкграундом, все такие достигаторши, все такие мощные, сильные. И когда мы зашли в храм, и когда мы соединились, ну, то есть вот эта богиня Хатхор, то есть она активирует очень сильно женственность, она активирует женскую энергию. И выйдя, мы сейчас расскажем, какие у нас практики там случились, но и когда мы вышли, мы на следующий день проснулись другими. И у нас просто активировалась невероятная женская, во-первых, женственность, привлекательность, манкость. Вот это мы просто проснулись богинями. И это произошло, ну, то есть можно десятками лет медитировать, можно вообще, это, конечно, одно другого не исключает, но ты никогда не получишь этого результата. То есть такого квантового скачка не будет. И поэтому, когда мы соединились, у нас просто за один день
произошло невероятнейшее расширение и невероятное расширение и в состоянии, и во внешности. Я думаю, мы уже на монтаже приложим наши фотографии до, все такие прям с таким взглядом пронизывающим, и после, когда мы танцевали, хохотали, пели. И вот когда просто это настолько невероятно, и ты понимаешь то, что, возможно, к этому результату ты бы всю жизнь шел, чтобы раскрыть в себе вот эту женственность, раскрыть в себе манкость, раскрыть в себе магнетизм, а тут это произошло просто вот мгновение. И вот как раз вот сила богини Хатхор в том, то, что она за одно мгновение, за одну практику совершила просто, причем не только у нас двоих, еще и у других девочек это произошло, когда это просто разворот на 180 градусов. И вот в этом уникальность богини, вот в этом уникальность ее силы, ее мощности. И, во-первых, какие у нее очень сильные там, и как там древние египтяне в нее верили, насколько, какие большие, ну то есть она несла, во-первых, это был целый культ любви, культ творчества, культ материнства, плодородия, то есть это было еще в Древнем Египте на территории всего храма были больницы, ну то есть строились там, и когда там, и с детьми, по-моему, там даже, ну то есть какие-то здание именно там для материнства строилось. И ты понимаешь, что это, ну, как бы древние египтяне, они поклонялись этой богине для, во-первых, любовь, ну, то есть сама культ любви, насколько это, ну, чарующее чувство, и они уже тогда понимали то, что любовь, она зарождает все. И когда они поклонялись ей, и разливался Нил, который кормил всех вокруг, и еще соседние страны, ну, то есть это был большой культ и большое почитание богини. И эта богиня Хатхор, она почиталась не только в Древнем Египте, а имела славу еще и за ним. Поэтому я хотела как бы сделать ремарку, что очень важно именно погружаться в эту историю, потому что это часть нас, и эти все энергии тоже у нас есть, но они находятся в спящем, ну как бы в спящем состоянии, и к сожалению, вот, ну, очень много женщин так и проживают свою жизнь и никогда не почувствовав себя поистине женственность, не почувствовав свою женскую силу. И вот в этом все ее величие и могущество. Да, 100%. И я полностью согласна с каждым твоим словом, потому что у меня были такие же проживания, такие же ощущения. И фотографии, которые я видела до и после, Да, буквально с разницей в несколько часов, это как разные люди. Это когда жизнь делится на до и после. И даже после стольких лет практик, там, у меня 20 лет опыта практик, медитации, и также последние годы, особенно женские практики, пробуждения и огромное количество самых разных медитаций. Но когда ты приезжаешь на такое мощное место, да, где люди поклонялись годами этой богине, и это такая невероятная многогранная любовь, и при этом женская энергия про наслаждение собой, удовольствие, что когда ты это чувствуешь там, вот реально чувствуешь, да. это ни с чем не сравнимо. Это такое пробуждение и инициация в этот канал, и благословение, и такая настройка. Это абсолютно незабываемый опыт, который ни с чем не сравнится. И то, как тело это проживало там, и когда мы делали саму практику, это, это умом необъяснимо. Ну, это И необъяснимо, да, 100%. И, и знаешь, и я хотела еще для наших зрителей у тебя спросить, как вот давай простым, может быть, языком расскажем, что такое инициация? Как ты мгм, это понимаешь? мгм. У нас эта тема особенно актуальна в космоэнергетике. Так, мы мастера Мгм. космоэнергетики. И в этом обучении обучение основано на инициации, на посвящении в каналы энергии. Это когда мастер Мгм. тебя берет за ручку и знакомит тебя с той или иной энергией. И там также есть энергии египетских богов. Мы это называем египетскими богами, но по сути это разного рода энергии.
Вот энергия Хатхор, когда мы ее описываем, это также, это канал энергии, можно называть, это архетип. Это архетип, который Мгм. есть в каждой женщине. И инициация — это когда в тебе проявлена и пробуждается эта энергия вот на клеточном уровне. Прям на уровне ДНК идет вспоминание даже больше, на уровне Да, тела. Да, когда ты и есть Хатхор, когда когда ты живая, проявленная энергия, и ты также можешь и других людей, других женщин посвящать после такой инициации, проводить их также, мгм. брать за ручку и пробуждать их, и показывать, как это можно. И когда ты делишься своими ощущениями, как это проходит, как у нас проходила сама инициация, этот ритуал, когда делишься своими ощущениями и показываешь вот новые грани жизни, новые ощущения, Да. то это большой инсайт для женщин, как я уже вижу. Когда я говорю, что можно жить и чувствовать оргазмичность жизни, что у меня случилось во время практики в этом храме и после также продолжалось, то есть можно настолько наслаждаться жизнью, что это похоже на легкую оргазмичность постоянно, Да. то это огромное удивление на лицах, что а что так можно? Это реально? Это Да. как... И ты говоришь, что да, это реально, когда ты попадаешь вот в такое место силы. А, Давай еще затронем такую тему, как энергия кундалини. Мгм. По факту, то есть хатхор это же и есть активация энергии кундалини. Да, у меня как раз активация была через, в целом, во всей поездке через чакры, прежде всего, и мы, как мастера космоэнергетики, Мгм. мы всегда работаем с чакрами, со всей системой и с энергополями, но вот у Хатхор это была такая мощь, и это реально было пробуждение кундалини во время самой практики, когда у нас была групповая женская практика в самом сердце храма, и все девочки прочувствовали эту вибрацию и активацию кундалини. Оргазм. Оргазм, Да. реально. Оргазм, я просто такими Это энергия. красивыми словами, но, в общем, да. Когда все в группе ощутили оргазм, но при этом ам, как бы без физической близости с партнером. Вот, но это были настолько яркие ощущения, незабываемые, которые ни с чем не сравнится. Когда у тебя все тело пульсирует и содрогается в этом оргазме и качает. Прям это не секунда, не две, это прям во время всей практики на протяжении нас всех вот такими импульсами качало, вот как случается на самом пике оргазмичности. И это было потрясающе, потому что в этот момент я полностью ощущала, и также и все девочки, соэнергию и полное погружение в поток Творца. Вот это такое чувство, как будто бы ты так оно и было, Полноценно. соединен напрямую с энергией творения. Тебе не нужны посредники, тебе ничего не нужно, ты сам вот настолько становишься этим потоком, в этом удовольствии, вот в этой оргазмичности, и ты сама энергия творения, ты и есть напрямую. Но смотри, здесь, как ты думаешь, ну вот есть же, ну, как бы есть сексуальная энергия, когда у тебя есть там влечение к мужчине, есть там оргазм, который ты испытываешь, но как ты думаешь, чем отличается то состояние, которое мы прожили? Оно же вообще другое. Оно Оно другое. просто, оно запредельное. Оно Ну, то есть другое. это вообще, ну, это не человеческий уровень. Мгм. Ну, вот такие, знаешь, какого-то бытового влечения, это вообще, знаешь, как бы Да. очень высокий уровень вибрации, это вообще не Мгм. похоже ни на что. И вот давай попробуем донести, чем отличается это. Мгм. Да, это абсолютно неземное чувство. Это вот сейчас такое ощущение, когда пытаешься облечь слова настолько Да. высочайшие вибрации, настолько высокие энергии, настолько тонкие, настолько и при этом настолько мощные, что каждое слово, оно как грубым топором пытается
в какие-то рамки Да. даже уложить это, но как-то передать этот смысл. И это правда, это настолько глубокий вопрос, потому что это несравнимо вот даже с теми ощущениями, когда женщина испытывает во время близости. И Да, это, мгм. да, сто Это процентов. настолько это мощное ощущение, но настолько они высокие, настолько они божественные, настолько это про вот поток Творца, единение с Источником, когда ты есть истинная вот эта женская творящая сила и мощь. И вот в Это этой... когда... Да, давай. Мгм. Я хочу добавить, чтобы было понятие. То есть это вот у нас есть 7 энергоцентров базовых, и у нас есть наш, условно, позвоночник, наш столб. В Древнем Египте эту роль выполнял Нил, ну и сейчас он выполняет. И как бы храмы стоят как бы активируя каждую чакру. И получается кундалини, в чем ее смысл? То есть оно по позвоночнику активируется, то есть активируется и соединяется с потоком Творца, и, то есть и ты становишься единым целым, и с помощью этой энергии кундалини, которая проходит сквозь тебя, то есть там все зажимы, все, ну то есть все выходит в этот момент, и ты соединяешься единым потоком. И с этой энергией, то есть эта энергия, которая проходит столбом, и как бы ты ощущаешь ее как единым целым с источником, абсолютом, каждый назовет как ему откликается. И смысл ее в том, что ты можешь эту энергию материализовывать, ты можешь ей там направлять, создавать. То есть в этот момент в тебя включаются невероятнейшие способности, потому что эта энергия, она материализация, она творение, она оплодотворение, она когда ты как бы рождаешь плод. И когда мы видели как бы одно из рисунок, мы были в скрытой комнате, куда мало людей пускают, и там, где мы как бы проводили определенный, как бы ритуал, и там на стенах ты наблюдаешь то, что как бы происходит как бы оплодотворение, происходит рождение плода, но ты понимаешь то, что это как бы без участия условно мужчины, то есть это рождается как, не святым духом, конечно, но определенной энергией. И, конечно, сейчас как бы тяжело нам это воспринимать, но именно на нашем уровне сознания. Но ты понимаешь, что та энергия, которая, она способна именно и запустить новую жизнь, и способна и материализовать, именно и энергию эту закручивали и направляли в мир, и как у нас сейчас там манифестация, материализация, и это очень мощная энергия именно творения. И у людей, вообще в целом у среднестатистического человека энергия кундалини, она не проявлена. Но она не проявлена, она может быть доходить до определенных там чакр, до определенных, но она не проявлена как бы в полной активации, в полном росте. А когда ты соприкасаешься с такой сильной, мощным местом, где, то есть мы прям видели ее алтарь, то есть мы находились в такой сильной точке, не случайно, что там храмы стоят, храмы строят, вот эти здания, где там жрецы, то есть где поклонялись, то есть это просто намоленное, даже не нашим веком намоленное место, то есть там еще куча времени и до нашего времени, вот, и, не случайно эти места, они были выбраны, и когда ты соприкасаешься с этой энергией, то есть она пробивает тебя насквозь, ты начинаешь испытывать невероятнейшую и оргазм, и наслаждение, и творчество, и вот просто ты раскрываешь всю свой потенциал, именно женский потенциал, потенциал женщин. И ты в этот момент настолько еще замедляешься, но это такая замедленность становится очень, я не знаю, как это у тебя проявлялось. У меня, наверное, это проявилось в тот момент, когда ты такой, когда ты настолько наполнен, и ты просто наслаждаешься этим наполнением. Помнишь, как мы потом на следующее утро, кажется, мы с девочками собирались, Ой, и это как, вообще было. да, как у тебя это вот ощущалось, эта Ну, энергия знаешь, что... после? Мгм.
Слушай, ну, я вообще на следующий день проснулась Мгм. богиней. Я прям мужу так сказала, слушай, все, теперь я богиня. Вот, и реально ты проснулся богиней, ты такой, у нас, я помню, мы тогда включили музыку, мы красились, наряжались, пели, танцевали. И вот просто с этого момента у нас просто произошла черта до и после именно и внешности нашей, насколько мы внешне изменились, и мы пели, танцевали, вот именно активная творческая энергия, она стала наполнять, и наполняет, ну как бы оно есть и наполняет нашу жизнь и по сей день, я думаю, оно будет как бы всегда. И ты чувствуешь, как энергия богини Хатхор, она просто пронизает все твое тело. Как ты эту энергию пропускаешь, как ты начинаешь испытывать просто невероятнейшую любовь. Мгм. Это вообще это такое невероятное чувство любви, любви к себе, к людям, к миру, и ты ее пропускаешь, ты наполняешься. И знаешь, а как у тебя это проявилось? Вот, ну вот у меня такой был инсайт. У меня вот большой инсайт был как того, что ты можешь испытывать удовольствие, наслаждение от жизни и быть вот в этой постоянном состоянии оргазмичности от жизни и от самой себя. Да, 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 да. Одно дело, когда это было в практике в храме, и это было настолько мощно и ни с чем не сравнимый опыт, удивительнейший, когда мы практиковали в этих сакральных комнатах. Мы тогда еще назвали это непорочным зачатием, как ты описывала, Да, да. когда настолько энергия мощная и мощная энергия творения. И хатхор, она еще про удовольствие и наслаждение от самой себя и любовь к самой себе. И мы вот когда вышли из Да. храма, а, день, второй, третий, и у меня вот это состояние, оно никуда не делось, как ты сказала, проснулся богиней, реально проснулся другим человеком, и вот это вот легкое ощущение оргазмичности, и вот эта дымка магии, и удовольствие, и движение, мы такие стали Даже замедленные, движения такие, другие. да, и красивые, и как мы друг другом любовались в нашей группе со всеми девочками, насколько мы стали красивыми. Мгм. Да. Ага, сейчас видно, слышно, подвисло чуть-чуть. Да, да. Да. Как мы говорим, в потоке мощных энергий Да. и техники Э, сбоит Может часто. просто все, весь Wi-Fi Мгм. носим. И вот вот это вот удовольствие от себя, от своего тела, от жизни, от того, как ты движешься в пространстве, от всего Мгм. на самом деле, оно настолько изнутри выливалось из нас, настолько мы сияли, настолько у нас глаза были полны любовью, нежностью и от самой себя кайф, и от других девчонок. То есть, когда ты на других Да. девчонок смотришь, как раньше это было, могла быть зависть, когда ты видишь кого-то, а мы настолько восхищались друг другом, настолько, настолько мы с любовью друг другом смотрели, с восхищением, и когда мы вместе собирались утром, это был целый ритуал магический Вау. таких богинь и всех наших ипостасей, и мы вот прям друг другу помогали, закручивали волосы, когда красились, выбирали одежду, делились одеждой. И настолько это все было пропитано любовью и вот этими тонкими, высокими энергиями. Это настолько сакральный опыт, вот прям до слез. Я помню, Да. как мы плакали от счастья жить Отчасти. и от вот этого нового спектра ощущений, что наше тело, наши структуры вообще способны на такое. Да. И мы даже никогда представить это не могли. Никто из нас никогда в жизни до этого не испытывал ничего подобного, как там, в Египте. И при этом, ну, наша жизнь, она же и по сей день такая. Мгм. То есть эти энергии, они также проявлены. То есть здесь, знаешь, соприкоснувшись раз, ты уже, ну, как бы будешь всегда это испытывать и чувствовать.
Да, у И нас вот был это, такой страх же, что, ну, не страх, но ага, вопрос, останется ли это в жизни, когда мы да. вернемся после Египта? Вот как у тебя это? Чувствуешь ли ты, что это теперь всегда Слушай, да, останется? конечно, вообще это просто ты и поешь, и танцуешь, и просто, знаешь, и танцуешь и с собой, и с жизнью танцуешь, и вот это творчество, оно же, знаешь, оно везде проявлено, Мгм. от того, как ты готовишь, до того, как ты там занимаешься своим проектом, ты творишь, вот именно вот это состояние творчества, оно пронизывает всю твою жизнь. Ну, у меня это еще раскрылось невероятной любовью, вот просто любовь, которую ты испытываешь, и как бы весь спектр эмоций ты испытываешь, но вот эта безграничная любовь, безусловно, любовь к Хатхор, насколько она любящая, насколько она чувственная, насколько она вообще способна любить, Мгм. и при этом эта способность любить, да, можно, знаешь, там сказать, там, Богородица, да, тоже она любит, она любящая, но это другой спектр энергии, это другой спектр. Ну, то есть, вот как может любить Хатхор, ну, это просто невероятно. Это вот, это такая большая любовь, она, которая не имеет ни границ, ни времени, ни вообще ничего. То есть все там, все то, что может останавливать вот поток любви, оно просто сносит в свои силы. И насколько она может созидать, насколько она может творить, насколько она может любить, насколько она может украшать, насколько она может направлять, и она может просто, она может все, вот это просто какая-то невероятная, знаешь, безграничная энергия, ту, которую испытывает Хатхор, и ту, которую она дарует людям. И знаешь, одно из поверий было, Кристиночка, приветики. Одно из поверий было, что в какой-то момент богиня Хатхор, это в Древнем Египте, было поверье, что она уехала, или она отправилась, какая-то сложилась ситуация, что она уехала из Египта, давайте скажем так. И, короче, наступил голод, наступил мрак, и люди прям призывали ее вернуться, они молились, и в этот год и Нил не разливался, и вот когда богиня Хатхор вернулась, она наполнила все своим светом, любовью, и вот, ну, то есть, и люди, как они пронизаны этой, ну, то есть, этой любовью, и она же много работала и с женщинами, то есть, и с мамочками, ну, то есть, она покровительствует и творчеству, и музыке, ну, то есть, это же не случайно все, потому что по факту музыка, песни, творчество — это все проявление любви, новое рождение новой жизни, материнство, женщина. То есть это все просто проявление любви. И насколько любовь очень, это просто то чувство, которое может в один момент, в одну практику, просто в одно посещение храма может изменить такое количество судеб. Мгм. Я понимаю то, насколько после этой практики, которую, я думаю, мы сейчас поделимся хотя бы в двух словах, как это Мгм. произошло, но как наши жизни изменились просто на до и после. А когда ты говоришь про вот эту любовь, я помню, как ты ее описывала, что настолько сердце раскрывается, оно становится безграничным. Вот любовь — это Да. настолько широкое понятие. Когда ты говоришь про такую любовь, это любовь к себе, к партнеру, к миру, это какой-то аспект любви. Это просто, она безгранична, она безусловно, это просто, это такое, я вот, у меня просто был такая, ну, оно и сейчас есть, и это чувство, я это испытываю, я это ощущаю, это просто, ты любишь так безгранично, ты любишь просто любишь, Мгм. это очень, это настолько, это настолько сильное чувство, когда ты просто любишь, когда ты просто пропускаешь эту любовь, и она просто безгранична, ей не нужна ни условия, ни объект, ни обстоятельств, ничего, она просто есть, и она такую силу имеет, она просто, и я понимаю, я помню тот момент, когда вот первый раз я вот плакала от того, насколько вот эта безграничная любовь, и как они нас долго ждали, и вот это действительно это любовь, которая, ну вот
которые посвящают стихи, песни. Это безграничная любовь. И очень, знаешь, очень гордостно то, что мы побывали в таком месте. Я думаю, мы побываем еще не раз, вот именно где дом любви. Это, наверное, единственное такое сильное, мощное место на планете, где ты соприкасаешься с первоисточником любви, и где ты понимаешь то, что вот оно как бы вот этот кристалл, чистый кристалл любви, где знаешь, без смеси абьюза, без манипуляций, без чьей-то призмы, что это такое, а вот этот, вот он, чистый источник. Да, так и есть. И это настолько мощное место в Египте. И вот там, где мы были, и сейчас мы можем, да, поделиться немножко подробностями, практиками. Практиками обязательно также поделимся и в Телеграм-канале. Это настолько мощное место, которое... Вот у меня оно проявлялось как, во-первых, все тело вибрировало и содрогалось, и настолько это были активные волны, которые ты вообще не можешь сдерживать. Оно смывает все эти ощущения. Это яркие образы, яркие картинки. И это очень мощный поток ченнелинга и посланий, которые ты не можешь никак сделать. Он тебя просто захватывает полностью. И когда у меня была инициация, это Расскажи, как было это до слез. происходило. Вот у нас была сначала групповая практика. Это был такой, для меня это был первый этап, когда открыли мы вот эту, раскачали кундалини, скажем так, когда у нас у всех эта энергия, она вот в этом танце смывала вообще все блоки, все зажимы, когда у нас были яркие образы. И в этой секретной комнате мы танцевали, мы даже включили музыку, и мы настолько в этом растворились, мы растворились друг в друге. И у нас были очень яркие образы и картинки от того, как проводились эти ритуалы в честь Хатхор раньше в этом храме. И настолько эти были сакральные образы, и это было тотальное ощущение, что мы делаем то же самое. Мы делаем те же самые ритуалы, которые проводились много-много лет назад на протяжении веков, когда молодые девушки, невинные, они в этом храме также танцевали и проводили ритуалы, когда они друг за другом ухаживали, умывали, одевались, танцевали. Вот эта вот энергия, вот они в ней купались. И при этом они испытывали вот это удовольствие от себя и оргазмичность, будучи невинными. Вот в этот смысл, в этой энергии, когда мы говорили про непорочное зачатие, когда ты соединяешься с источником творения напрямую, и вот эта энергия оргазмичности, кундалини и тантра жизни — это сама чистая энергия творения и материализации. И это, конечно, был удивительнейший опыт. И то, что у нас проходило в ченнелинге, и те картинки, которые у нас были, у нас у всех, у группы, была полная соэнергия. И мы прямо видели, как они в одеяниях, в белоснежных, в этих длинных, красивых, как они друг друга прикасаются очень нежно, аккуратно, плавно. И это настолько красивый танец и настолько благословение такое и счастье вот от этой возможности испытать, просто ощутить и соприкоснуться с этими энергиями. И при этом мы же, ну, то есть мы раньше этой информацией не обладали. То есть, как Алина уже сказала, мы ехали абсолютно чистыми, как чистый лист. То есть мы не знали ни кто такая богиня Хатхор, но ни что это за храм в Дендере. То есть мы, ну, как бы мы сразу поехали с тем, что мы хотим получить ну, как бы та информация, которая придет. То есть мы не хотели брать ну, как бы брать уже как бы под фильтрами восприятия информацию из интернета. Мы хотели пойти именно познать знания из первоисточника, так сказать. И насколько... То есть мы двигались, мы знали, что делать, и при этом мы знали, что делать, это, ну, как бы, это само тело знало, что делать. То есть тело двигалось, как бы энергии двигали тело так,
как будто они всегда это знали, и ритуал этот знали, и танец этот знали, как будто еще и репетировали. То есть мы все двигались по одним и тем же почти движениям. И то есть это было просто, ну как бы ты попал в какой-то момент, как то есть тебя закрутили, и ты как будто вспомнил, что тебе нужно делать. То есть мы сразу вспомним, как это делать. Это уникально, и как уникально работает энергия. То есть ты, соединившись с ними, ты уже как бы, ну, ты знаешь, как тебе двигаться, куда тебе прикоснуться, где, ну, вообще, что нужно делать для того, чтобы это активировать. Это было потрясающе. Да, тело настолько двигается в потоке, и вот это ключевое слово «вспоминание», что ты Да, да, да. вспоминаешь то, что и раскрываешь то, что в себе уже есть. Это не что-то, когда ты идешь и что-то берешь извне. Ты Да, изнутри это раскрываешь и пробуждаешь. И этот поток, ты в нем растворяешься, и тело, оно просто знает, оно уже знает, куда тебе нужно идти, в какую комнату в храме, к чему тебе нужно прикоснуться, как двигаться, чтобы активировать эти энергии. И настолько мы, вся группа, мы прямо знали, куда идти, в какой момент у нас все было вообще во всем Египте посекундно буквально расписано, как мы двигаемся, как все люди расходятся, и нам просто освобождают да. место ровно на столько времени, сколько нам нужно для того, чтобы полностью закончить и выполнить практику, завершить. И как только мы завершали, сразу же приходили люди, и такой был знак, что все, практика закончена, и мы освобождаем комнату, выходим, и там уже другие люди заходят. И настолько это удивительно, необъяснимо, умом непостижимо Да. и очень красиво. Очень красиво. И вот действительно, если возвращаться к богине Хатхор, то я думаю, это, наверное, одно из самых главных событий для женщин. Это активация ее энергии, это вспоминание ее энергии, потому что мы все носители ее как бы, ну, и ДНК, и этих энергий. И когда, ну, только соприкоснувшись с местом, ты можешь ее активировать, потому что, ну, ту, которую красоту ты там приобретаешь, это невероятно, это удивительно. Причем там была еще рамка ворота любви. Я не помню, Алиночка, ты была, нет, когда когда мы проходили это, там специальная рамка, то, что проходя нее, ты там, если у тебя нет партнера, то ты его встретишь, если есть партнер, то его там гармонизируешь именно отношения, и то, что и в древности там проходили для того, чтобы совершали ритуал, и мы тоже там проходили, это тоже было удивительно, как и посмотрим сейчас, как, конечно, все развернутся события. Вот, но это тоже такое прекрасно, то, что на территории храма есть рамка для тех людей, которые хотят встретить, либо гармонизировать свое состояние. Да, это было удивительно, как раз ты спросила, как у меня это еще проходила инициация. Да, да, Мы да, да, когда вот уже шли к рамке, это арка, это огромная такая да, каменная арка, да, да. нам гид рассказал, что вот особенно для девушек, которые в поисках, вот пройти через эту арку особенно ценно, чтобы встретить своего партнера. И я подумала, ну, я в отношениях уже очень много лет, счастлива, зачем мне нужна эта рамка? И я вот мы даже еще не вышли из храма, и я подумала, что мне туда не надо. А у нас вся поездка так складывалась, что у нас мы еще каждый брал именно свои коды, свои то, что зачем он сам приехал. То Да. есть мы и в группе были в полной своей энергии, но при этом каждая из девочек взяла то, зачем она приехала туда, уникальные свои коды. И вот в храме Дендеры, в храме Хатхор, у меня также это произошло. У меня было, осталось чувство чего-то незавершенного после той комнаты и нашей групповой практики, когда мы выходили. И когда уже все пошли к этой арке, про которую мы говорили, у меня вот было чувство незавершенности, и мне не хотелось уходить из храма, и мне не хотелось идти к арке, потому что у меня уже счастливые отношения, в которых я купаюсь в любви и так далее. И мне, вот это удивительно, настолько чудес было в поездке, мне сотрудник храма, он меня позвал,
и махнул рукой Да. и позвал тебя, Мгм. иди за мной. Хотя храм уже закрывался. И я отстала как-то от группы, и он меня отвел в секретную комнату, которая была закрыта. Это маленькая комната, буквально там 2 на 2 метра. Мгм. И нужно, это такая часовенка, ее еще называли, Мгм. в этом храме, и она была полностью закрыта, там и решетка, и цепочка, что вообще туда заходить нельзя было просто туристам. И вот он меня туда провел и буквально дал времени там 5-7 минут, и вот там у меня произошла главная инициация, удивительнейшая, в течение вот 5 минут меня захлестнул поток, у меня включился мощнейший ченнелинг, и я проводила информацию и посвящение от Хатхор, от этих энергий, и инициация, и полное пробуждение. И мое тело все это время, все эти минуты, оно содрогалось вот в конвульсиях от вот этого и потока оргазмичности, и потока, который проходил через весь чакральный столб. И никогда в жизни у меня такого не было, чтобы вот тело настолько содрогалась в конвульсиях на протяжении там 5 этих минут, и Мгм. при этом я постоянно проводила информацию про активацию кодов, про раскрытие на клеточном уровне, на уровне ДНК своей структуры. И это Мгм. настолько чувствовалось как инициация и посвящение, и благословение, и полное раскрытие, моя личная такая встреча со своей внутренней хатхор. И настолько я даже назвать просто слово благодарностью, это настолько удивительнейший опыт, уникальнейший. Только этот опыт уже стоил прилететь из любой точки мира в этот Да. храм, чтобы это испытать, вот эти минуты, прожить этот опыт, которого у меня никогда в жизни не было. И это настолько то, что ум не может объяснить, настолько удивительно, настолько это всеобъемлюще, многогранно. И вот тот текст, у меня даже записи не осталось, потому что Мгм. тоже ощущала, что так и нужно, что это не под запись. Это Это настолько да. сакральная информация, даже практику, которую мы делали, мы ее не записывали, потому что настолько это сакральные энергии, которыми нельзя делиться даже. И тот ченнелинг, та активация, которая мне приходила, она была лично мне, личная Мгм. моя инициация для того, чтобы потом и женщин проводить, и проводить этот поток. Да, Даже да. в таких видео, через голос, через практики, через танец, через женский круг, чтобы дарить это женщинам и их также потом инициировать. И это настолько было мощно. Ну, я не знаю, если у кого-то был еще опыт, те, кто послушает этот подкаст, выпуск и посмотрит, когда тело вот так может реагировать на что-то, мне будет тоже интересно узнать, если у кого-то были такие ощущения, когда вот тело может реально биться в конвульсиях, Мгм. содрогаться, при том, что это была маленькая комната, ничего такого нет. Вот эти, конечно, прекрасные наскальные, уникальные, сакральные надписи на стенах, к которым вот я как только прикоснулась руками, и начался процесс, начался этот мощный поток, который просто меня смыл. И при этом, как потом гид нам рассказал, там была найдена уникальнейшая золотая статуя Хатхор, которая причем даже в храме не осталась. То Мгм. есть это настолько уникальнейшее место, сакральное. И таких мест очень много в Египте, и в этот храм он вот пропитан этими сакральными энергиями. И вот для меня это, конечно, был удивительнейший опыт. Я вот после этого опыта я вышла из храма, что все, вот все совершилось. Я получила то, зачем я приехала, и я вышла другим человеком. Слушай, это потрясающе, это настолько удивительно, причем удивительно то, что у каждого были свои процессы, у Мгм. каждого была своя инициация, и какой у тебя мощный процесс был, это, конечно, чарующе. Вот давай еще, знаешь, немножко заземлим информацию. А как думаешь, для обычного человека, который, ну, возможно, занимается практикой, возможно, нет, что для него принесется в жизни, когда он соприкоснется с энергией Хатхор, либо вот когда он смотрит наш подкаст, это уже соприкосновение с энергией Хатхор. Именно что привнесется в его жизнь, либо как он может измениться, активировав в себе эти энергии.
У каждого они будут раскрываться по-своему, и действительно через голос, через картинку, тот поток, который мы проводим, в этом большая миссия, и мы для этого это и делаем, и в записи те, кто посмотрит и послушают, конечно, потом получат эти уникальнейшие коды. И жизнь, она, как мы не раз говорили, она меняется на до и после. И когда ты раскрываешь Да. в себе эту чувственность, когда ты можешь чувствовать жизнь и вкушать жизнь по-другому, наслаждаться от себя, от своего тела, получать удовольствие, видеть этот мир новыми глазами, у вас не останется, ни у кого не останется вопросов, а зачем это нужно. Потому что ты, когда прочувствуешь это настолько счастье жить, настолько это дар чувствовать, настолько удивительное наше тело, что оно способно на такие ощущения, что даже раскрывая вот по чуть-чуть, через практики, практика, которой мы поделимся обязательно в Телеграме, Обязательно в телеграм-канале будет практика по по активации. чуть-чуть, делая каждый шаг на этом пути, он будет раскрывать и любовь, и чувственность, и эти энергии, которые мы передаем, и которые мы описываем, шаг за шагом. И для того, чтобы получать удовольствие и наслаждение от жизни, купаться в потоке Творца, купаться в любви. Ой, это вообще, это так чарующе. И причем у каждого действительно оно раскроется по-своему. Кто-то песни начнет писать, кто-то петь, кто-то танцевать, кто-то творить, кто-то создавать, созидать. И вообще это такая привилегия человека созидать. Вот быть творцом, пропускать эту энергию. И Хатхор, вообще ее канал Хатхор энергии. Хатхор это, наверное, одно из самых главных для того, чтобы активировать творчество, активировать поток. И в чем суть еще? Что когда ты проходишь процесс инициации, когда ты соединился с этими энергиями, то есть ты уже развидеть их не можешь, ты уже их, они уже внутри тебя, и инициация в канал означает то, что ты можешь этот канал наработать и подключать его в жизни. Ну, то есть тебе нужно там, вот ты садишься там картину рисовать, ты хоп, и включил в себе эти энергии. И то есть процесс инициации позволяет тебе потом в течение, ну как бы вообще в жизни активировать, подключать, то есть подключать энергии, когда ты хочешь там более манкой становиться, более любящей, хоп, ты подключаешь энергии хатхор, то есть это дает тебе колоссальный ресурс, колоссальную силу. То есть эти энергии, они очень отличаются от того, что ты просто в ресурсном состоянии. Колоссально отличаются. Да. И ты, когда ты находишься в инициации в этом канале, ты можешь эти использовать, ты можешь эти энергии подключать для того, чтобы там к тебе пришел поток идей, для того, чтобы материализовать, для того, чтобы еще больше прочувствовать там любовь, еще, ну то есть в зависимости от той задачи ты подключаешь и подключаешь энергию хатхор, подключаешь канал. Но для этого очень важно либо быть в местах силы, либо пройти инициацию уже у мастера, который там побывал, ну, то есть который уже активировал. И это, конечно, ну, это потрясающая возможность. Наверное, знаешь, я не знала об этом. Вообще, это для меня новый мир, хотя, ну, это относительно недавно, как бы в мою жизнь пришло. Я думала, как иногда, знаешь, ты смотришь на такие колоссальные квантовые скачки, которые люди совершают, ты такой думаешь, обалдеть, ну как так? Как так? Это же просто какой-то колоссальный, просто, ну, когда человек совершает очень быстрый рост, либо когда женщина быстрый рост совершает. Почему акцентирую внимание на женщине? Именно когда она раскрывает свою женскую первозданность, свою женскую силу, свой магнетизм, и когда ты видишь до и после, это как два разных человека, ты понимаешь, что такой квантовый рост, это только способна сделать энергия. Это энергия другого порядка, другого уровня сознания, это другого уровня вообще восприятия. Это... И когда ты соприкасаешься с этой энергией, то у тебя просто раскрывается вся твоя первозданная суть,
вся твоя сила, все твое, ну, как бы могущество, все, оно просто раскрывается в тебе. Мы не приобрели что-то новое, мы раскрыли, кто мы есть, потому что человек и женщина, она просто забывает там себя вообще, забывает свою силу, забывает то, какой, для чего мы вообще пришли, какой мы силой обладаем. И мы просто это забываем. Когда вот ты соприкасаешься с этой энергией, ты начинаешь вспоминать, а кто ты, и вспоминать, а насколько ты можешь любить, а насколько твое сердце большое, а насколько ты можешь быть чувственной, а насколько ты можешь быть яркой, насколько ты можешь быть чарующий, танцующий, смеящийся, поющий. И ты это вспоминаешь. И это очень, для меня это большой инсайт того, как ты можешь квантово расти с помощью этих энергий. А второе, когда ты... Для меня, наверное, это одна из больших ценностей, когда ты познаешь себя и себя настоящего. Когда ты не берешь какой-то готовый шаблон, тебе говорят, вот, тебе надо там стать этим. А когда ты раскрываешь в себе, и причем у каждого раскрывается его, и это в этом тоже есть суперсила и хатхор, и мест, и энергии, когда она раскрывает в человеке то, что ему нужно, то, какой он есть, то его первозданная, его суть, то и это, когда ты смотришь, у одной такие процессы, у другой другие, ты смотришь просто как с каждым днем, с каждой, ну, с практикой, как человек раскрывает, он просто вспоминает себя. И в этом такой силы и могущественность, и вообще сила и могущественность человека, его уровня сознания, и вообще то, на что мы способны. И в этом вся уникальность вспоминания себя. И вот Хатхор — это та богиня, которая позволяет вспомнить себя любящим, творящим, созидающим. И для женщины это просто необходимый must-have — раскрыть свою первозданную суть и свою женскую мягкую силу. Потому что только мягкая сила способна как создать все, так и разрушить все. Поэтому, ну, как бы мы про созидание, но именно мягкая сила способна создавать и привносить новую жизнь. И вот, конечно, богиня Хатхор, она удивительная, и я вообще невероятно счастлива о том, что вообще на планете Земля есть такое чарующее место, которое способно познакомить с источником любви. Какая она любовь. Это, Да, конечно, потрясающе. да, Хатхор — это не просто богиня, это код женской силы. И когда ты Да, соединяешься с ее чистотой, ты начинаешь вибрировать иначе, мягче, глубже, сильнее. И настоящая женская сила — это не борьба, это поток. да, И Египет, он да. пробуждает в женщинах такую древнюю мудрость. Она внутри нас, мы просто забыли. И мы действительно вспоминаем, раскрываем в себе вот эти коды, эти энергии. Это когда не от головы ты что-то себе придумываешь, а у тебя и сердце, и тело, оно вибрирует и пробуждается, и ты не можешь умом это объяснить. И это возвращение к себе через тело, через голос, через прикосновение к священному, к сакральному, через танец жизни, через поток Творца. И это настолько удивительнейший опыт, но он также не просто про энергию. У нас, конечно, фокус на энергии, но также Хатхор — это про материализацию, про материнство и плодородие. И плодородие здесь означает как плоды творения, а в нашей современном мире это то творение, которое выражается через творчество, через продукты, через бизнес-продукты, через проекты. Это там, где ты творишь, получая удовольствие, и что-то приносишь новое в этот мир. А для каждого это будет свое. Это могут быть Однозначно. картины, это может быть музыка, это может быть приготовление пищи даже любимому партнеру, это может быть проект для людей с любовью сделан, это все что угодно. То есть это энергия, которая пропитывает вот это творчество и те плоды, которые мы привносим в этот новый мир, новых энергий. Я полностью согласна. Знаешь, у меня есть такой инсайт, что творец, мы вроде всегда привыкли, что это мужчина, мужчина творец, абсолют, бог.
Но энергия-то Мгм. женская, которая материализует. Мгм. Материализует это любовь, материализует это энергии именно женской силы, то есть материнство, материя. Именно женщина приносит в плод, плод. Именно женская энергия, энергия вот